Когда женщина разлюбила и уходит, и незадолго до этого момента, часто мужчины сталкиваются с избыточной злостью и даже ненавистью с ее стороны. Ее бесит в тебе абсолютно все. Как ты выглядишь, как говоришь, что не взял трубку в первые 2 секунды или очень долго отвечал на ее СМС. Советы друзей по типу «Ну ты что терпишь-то? Ну ты возьми просто, да прекрати это общение». Звучит для тебя как издевка. Почему? Ведь ситуации разные. И очень часто ты просто вынужден поддерживать сбывший контакт, так как между вами есть весомые обстоятельства, которые этого требуют. Например, это бракоразводный процесс, это дележка имущества, это дети. А это та нить, которая будет связывать вас всю жизнь, и общаться придется. Мне это хорошо знакомо, так как я сталкиваюсь с этим каждый день, изучая ваши истории. И мне все-таки удалось найти единственно верную, эффективную стратегию, которая позволит не только на 100% ликвидировать весь негатив женщин, но и вновь вызвать те самые забытые чувства любви к тебе. Те, что были в самом начале. И это не тотальный игнор, ведь здесь он просто неуместен. Но прежде давай быстренько пробежимся по ошибкам, ведь если ты их не будешь допускать, это уже полдела. Основные ошибки мужчина допускает, как правило, на первой стадии, а это стадия негатива, когда женщина относится к тебе просто ужасно. Ее все выводит из себя. Она пытается вывести тебя на эмоции, цепляется за слова, чтобы раздуть конфликт, оскорбляет и унижает. Часто доходит до того, что она начинает просто портить тебе жизнь, вставлять палки в колеса, шантажирует, ставит невыполнимые условия, неадекватные условия, манипулирует ребенком, запрещает видеться. И вот здесь часто создается такое ощущение у мужчины, что бывший ненавидит тебя настолько сильно, что вера в то, что однажды ты просто по-человечески, хотя бы нормально сможешь просто общаться, но она пропадает. Я уж не говорю о том, чтобы девушка вновь в нас влюбилась, испытала те самые чувства. Это кажется немыслимым. Ты смотришь на нее и ты не можешь поверить, что это тот самый родной человек, с которым не так давно все в принципе было и неплохо. А тут как будто подменили. Понятно, друзья, что это случай тяжелый, и ответственность за этот негатив несет полностью, целиком женщина. Но откуда он взялся, у тебя может возникнуть этот вопрос, и это правильный вопрос. Здесь нам стоит учитывать различия между отношениями, когда вас ничего не связывает, и отношения, у которых есть серьезная временная база, когда там долгие отношения, брак, и как следствие это имущество совместное, там, ипотека, дети. Ведь это абсолютно разные вещи. Когда нет связующих нитей, девушку, как правило, ничего не держит. И как только ее интерес к тебе пойдет на спад, ты это, в принципе, сразу и увидишь. Она станет более холодной, отстраненной, реже будете видеться, и по итогу она просто тихо сольется. Но когда есть ребенок, здесь все по-другому. К тому, чтобы смыть ваши отношения в унитаз, женщина долго готовится. Она обдумывает все, она взвешивает, она сомневается. Если вдруг появляется какой-то запасной вариант, другой мужик, она присматривается, ждет от него некоторого подтверждения, гарантий, уверенности в том, что он ее, например, примет. Потому что, да, к тебе чувства пропали, но за долгие-долгие годы с тобой вот эта зона комфорта, она сформирована. И вот чтобы убедить себя ее покинуть, в том числе необходимо накрутить к тебе этот негатив. Очень сильно накрутить. Это к частому вопросу. Вот мы 10 лет прожили душа в душу, а под конец вот сейчас в нее как просто бес вселился. Я ее не узнаю. И правда, если посмотреть на вещи объективно, здесь на мужчину в данном случае не за что так вот избыточно злиться. Не за что. Какие здесь ошибки мужчин? Я бы выделил, пожалуй, 2 самые распространенные. И это, как обычно, крайности. Первая ошибка – это отвечать тем же негативом. Проявлять гнев в сторону бывшей. Здесь сразу же приведу аналогию. Вот ты идешь, гуляешь по улице и проходишь мимо собачки. И она начинает на тебя гавкать. Друзья, очевидно же, что если ты начнешь как-то избыточно махать руками и кричать на нее в ответ, то она начнет гавкать на тебя с 2-кратным энтузиазмом. Сильнее. Почему?
а потому что получает от тебя обратную реакцию, на которую она тебя спровоцировала. Также и мужчина при общении с бывшей девушкой. Как он мыслит? Ох, она вот так со мной, значит, да? Ну я тогда тоже буду, вот покажу ей, накажу ее. И начинают вот грубо и жестко общаться в ответ. Оскорблять в ответ. Начинает в отместку вставлять уже женщине палки в колеса. Например, не давать развод, оттягивать всячески этот процесс. Ну, просто назло. Но помимо того, что это бессмысленно, так еще не приведет к нужному нам результату. Здесь только два последствия. Первое, это еще сильнее злит женщину. То есть негатив на негатив порождает еще больше негатив. И второе, что не менее важно, бывшая подсознательно понимает, ага, раз он так легко вовлекается в ругань, значит, я имею власть над его настроением и эмоциональным состоянием. То есть я могу им управлять. А если я могу им управлять, значит, он от меня зависим. Это же очевидно. А значит, все-таки хочет быть со мной. Это первая ошибка. И вторая, это уже другая крайность. Когда мужчина пытается успокоить, пытается сгладить, вразумить женщину, объяснить, вот, зачем ты так общаешься, это же нехорошо, так неправильно, мы же не чужие люди, ты не права. И казалось бы, благое дело, да, ты по-доброму относишься, но вот на этой стадии девушка лишь может осознать только одно, что ты ее боишься. Почему? А потому что испытываешь стресс. Ведь любая твоя вовлеченность в эту перепалку, в диалог в принципе, для нее это стопроцентный индикатор того, что ты стрессуешь. А стрессуешь, значит, снова хочешь вернуть. Это все считывается бессознательно. Ведь давай поразмыслим здраво. Мужчина, который эмоционально независим от женщины, будет ли он тратить свою энергию, свое время на выяснение этих отношений, на все эти ссоры, уговоры, пытаться что-то доказать, вразумить, наставить на путь истинный? Да нет, нафиг ему этой фигней заниматься. В свою очередь, способна ли бывшая здесь что-то осознать, переосмыслить, прочувствовать огромную ответственность за свои решения? Способна ли начать винить себя, в конце концов? Тоже нет. А ведь, на минуточку, это обязательные процессы, которые она должна пройти для полного возобновления интереса к тебе. Что важно здесь понимать, друзья, главное правило, пожалуй, это что своей вот этой агрессией девушка пытается получить от тебя аналогичную реакцию. Она ее ждет. Если ты на это поддаешься, то по сути потакаешь ей, как бы транслируешь ей, что она права, что ты, вот подлец, потратил лучшие годы моей жизни. И ты это подтверждаешь, по сути. У многих мужчин, находясь в этой стадии, вот есть это опасение, что это будет всегда. Такое отношение с ее стороны ко мне будет всегда. Но нет, это не так. Это конечно. Если мы не совершаем ошибок, плюс транслируем определенное состояние, да, об этом в конце еще добавлю, это конечно. Какие ошибки мужчина допускает на второй стадии? Вторая стадия – это у нас безразличие. То есть, когда женщине тебя, в принципе, все равно. Она уже не пытается тебя так рьяно уколоть, не выносит тебе мозг, не устраивает скандалы. Почему? Как правило, это из-за того, что она просто устала. Просто устала от этого. Ведь вот эта первая стадия гнева чрезвычайно энергозатратна. Потому что этот гнев накручен был искусственно. Невозможно долгое время его поддерживать. И нужно отдохнуть. Психике нужно восстановиться. И поэтому создается ощущение, что вот женщина как бы вот успокоилась, да, как будто бы отстранилась. Затишье такое. Но здесь вот как раз кроется такая коварная опасность для мужчин. То есть он думает, что, значит, вот она не злится уже. Она не злится, она, значит, оттаяла, задумалась, что-то осознала. Просто не решается пойти на контакт. А может быть, ей вообще на меня пофиг стало. А может, у нее кто-то появился. Ведь на первой стадии, да, была злость, но это ведь тоже эмоции. И ты подсознательно ощущаешь, что вы, ну, как бы пара еще пока. Как будто бы вместе. Просто у вас такой период. То здесь складывается ощущение потери. И очень часто вот в этот период ко мне обращаются мужчины с острым желанием что-то сделать. Как можно скорее, как можно быстрее сделать какую-то провокацию. Да, ускорить все. Как-то вот подвести к сближению, устроить провокацию на ревность. Но это ошибочные действия, друзья.
Парадокс в том, что бывшая здесь мыслит абсолютно объективно, поскольку чувств к тебе еще нет, это не та стадия. Она абсолютно отчетливо, трезвой головой может оценивать твои действия. И она видит эти неуклюжие попытки сблизиться. Она видит все эти намеки. Чем для нее это является? А для нее это является очередным подтверждением того, что она имеет власть. Бразды правления в ее руках. И если она захочет, вернется. И ты будешь еще руки ей целовать. А все эти нелепые фотографии с другой девушкой, где ты пытаешься спровоцировать ее на ревность, она просто с подругой поржет над этим. Смотри, он фотку выложил, пыжится что-то, старается, забавный такой. Третья стадия – это интерес, любопытство. Это главная ключевая стадия, которую мы ждали, да, в кавычках. Но опять же здесь есть опасность. Что здесь происходит? Бывшая бессознательно анализирует тебя, сканирует. Она понимает, ага, на негатив он не велся, не умоляешь, не присмыкаешься. Что-то здесь не так, как-то необычно. Здесь надо понимать, что за всю жизнь, как правило, у девушки складывается определенный паттерн поведения мужчины. То есть, исходя из своего опыта, да, предыдущих отношений. И в 99% случаев всегда в этих отношениях мужчина совершал эти ошибки. Всегда ругался, всегда бегал, упрашивал, быстро возвращал, без последствий. А тут не так. Именно поэтому стадия называется любопытство. Именно на этой стадии бывшая настигает вот это ощущение потери тебя. Именно тут она чувствует ответственность за свои решения. Именно тут появляются сомнения, а правильно ли я поступила. Но это ближе к концу, если мы правильно действуем и не совершаем ошибок, о которых мы сейчас поговорим. И вот все это начинает женщину поедать. Какие действия она здесь предпринимает? Как она себя ведет? Она может пойти на сближение, но не в прямом формате, а таким безопасным подходом. То есть попросить тебя помочь с чем-то, поменять резину на автомобиле, перевести какие-то вещи. Все-таки, да, свой человек. Если ты приводишь ребенка с прогулки, она может предложить остаться на ужин. Могут быть более прямые действия, намеки. Это флирт, где женщина может встретить тебя в откровенном халатике, в полной боевой готовности. Да? Может узнавать, как у тебя дела на личном. Затрагивать темы, которые не касаются ваших связующих нитей. Но не нужно обольщаться, друзья. Динамика поведения бывшей здесь может быть не только положительной. Я бы ее называл нестабильной. На этой стадии может быть затишье, где женщина упорно глушит это свое любопытство, этот интерес. Она изо всех сил договаривается со своей совестью, борется с тем, чтобы не сделать реальные шаги. Она всячески этому сопротивляется, и поэтому может как бы пропасть или стать, наоборот, холодной. Это второе. Третье. Могут быть провокации, то есть более активные действия. Но это уже не негативные провокации, как на первой стадии. Ведь там она злится на то, что просто не может получить от тебя реакции, которую она хочет, это ее бесит. Здесь же провокация направлена именно на сближение, но эти шаги по сближению должен делать ты. Ведь девчуля не хочет продешевить. Да, мы не ведемся, но полной уверенности в том, что это не блеф, у бывшей нет. Поэтому ее задача вынудить тебя совершать эти действия. То есть здесь она выступает в роли такого кукловода, который дергает за ниточки, а ты в роли марионетки. Так ведь выгоднее. Можно сохранить свою позицию силы и не упасть в глазах. В этом заключается основная ошибка, друзья. Вестись на все это. Ведь очень велик соблазн. Я понимаю, очень велик. Часто женщине достаточно показать хоть малейшую заинтересованность, как мужчина поплыл, он потирает ручки, все, наконец-то дождался. Что далеко ходить? Вот недавно ко мне обращался мужчина. Прошло уже 6 или 7 месяцев после развода. И был день встречи с ребенком, когда они гуляли, проводили время. И вечером, когда он ребенка отводит, бывшая встретила его в откровенном полупрозрачном халатике. Предложила попить чаю, что-то посидели. Уже время позднее было, и она говорит, оставайся на ночь, что ты поедешь. И, собственно, все произошло. Мужчина на утро просыпается, весь такой окрыленный, счастливый, в надежде, спрашивает, что дальше? А бывшая так удивленно, ничего. Слушай, ты меня прости, просто была такая сиюминутная слабость. Сама не знаю, что на меня нашло.
была ошибка. Ошибка. Ну и мужчина такой, и что с этим делать? И идет на повторную консультацию. Юр, помоги. Так вот, чтобы нам не поддаться этому соблазну, нужно всегда держать в голове главную цель. Что мы хотим по итогу. Ты действительно хочешь восстановить отношения? По-настоящему, надолго. А ведь это возможно только при однозначном желании бывшей. Где ты будешь занимать честную, реальную, сильную позицию, а она будет тебя любить. Ну, как раньше, в начале. Ведь ты тот же человек, которому она испытывала колоссальный интерес, как мужчине. Или ты хочешь получить просто сиюминутный кайф, так как на самом деле просто все это время притворялся, терпел, играл какую-то роль. Вот взвесь эти вещи. Ведь если провести аналогию даже, вот у многих есть мечта куда-то поехать, в какую-то страну, или посетить какое-то место на земном шаре. Это твоя мечта, ты упорно трудился ради этого. Ты долгое время копил, откладывал, терпел лишения, какие-то сиюминутные радости. И вот приходит момент, когда ты понимаешь, все, я могу, у меня есть возможность вот завтра купить билеты и полететь. А потом такой заходишь в магазин и новая плазма, телевизор. Берешь и тратишь все деньги на этот телевизор. То есть что получается? Ты предал свою мечту. Да, ты получил эту дозу радости, дозу дофамина от этого нового, классного, красивого, большого телевизора. Но это все кратковременно, это суетно. Через неделю для тебя это будет обычный телевизор. Но впечатление от поездки к своей мечте ты бы получил гораздо больше, и это бы отложилось у тебя на всю жизнь. Какая предварительная ключевая мысль? Пока ты прогнозируем, управляем для женщины, ничего не сдвинется. Пока она считает «захочу», вернусь в любой момент. Ничего не будет. Чувство потери у нее не зародится. А ведь это необходимо для того, чтобы у нее была возможность влюбиться в тебя. Да, ты присутствуешь в ее жизни. Да, у вас есть связующие обстоятельства. Вы списываетесь. Приходится иногда видеться по детям, по решениям каких-то вопросов совместных. Но ты не совершаешь все эти ошибки. Не делаешь всего того, чего она ждет. Ты ломаешь шаблон. По сути, это и есть наша правильная тактика. Половина ее, по крайней мере. Которую можно назвать одним словом. Равнодушие. У тебя может возникнуть сразу вопрос. Равнодушие? Что-то как-то звучит не очень. Ведь это скорее ассоциируется с чем-то негативным скорее. Как будто бы на человека все равно. Как будто бы пофиг на него. Как равнодушие поможет влюбить бывшую? И это правильный вопрос. Ведь равнодушие бывает разным. Бывает таким высокомерным, пренебрежительным, но бывает положительным и добрым. Это когда ты участвуешь все-таки в жизни человека, потому что приходится, но при этом не вовлекаешься в нее. И когда мы используем вот это доброе равнодушие именно, это и будет являться тем самым локомотивом, который будет продвигать женщину с одной стадии в другую до этапа влюбленности. Она будет задаваться вопросами, а потом вроде вежлив, не огрызается, не грубит, и вроде есть заинтересованность даже в общении. Но при этом он почему-то совсем не обратил внимания на меня, как на женщину, когда я встретила его в откровенном наряде. А когда я затронул даже интимную тему, он почему-то сослался на занятость и ушел. Для него это нетипично. Интерес, любопытство. И этот процесс как маятник, он начинает раскачиваться. И остановить его сможет только настоящее раскаяние, где торга уже не будет. Провокаций, каких-то игр не будет. И ты увидишь явное желание бывшей быть с тобой. То есть на первом этапе достаточно не допускать ошибок. На второй стадии не поддаемся искушению, соблазну инициировать самому сближение, но при этом продолжаем общаться дружелюбно. Третье. Сохраняем добрые отношения, но держим дистанцию. Ближе к концу третьей стадии можно уже провокацию на ревность, но очень аккуратно. Здесь лучше рассматривать индивидуально каждую ситуацию. Общайтесь только по объекту, который вас связывает. Как правило, это дети. Любые попытки бывшей перевести тему диалога на обсуждение вас, вашего прошлого, отношений, ласково пресекаем. Ссылаясь на занятость, что мы торопимся. Почему я говорю ласково? Дьявол всегда кроется в деталях. Ведь очень часто мужчина воспринимает мои советы очень буквально. Если я говорю сослаться на занятость,
Он так и говорит. Вот, я занят, я тороплюсь. И убегает. Но это выглядит неестественно. В этом есть какое-то пренебрежение, резкость. А ведь если нужен задел на будущее, если мы хотим расположить женщину к себе по итогу, то нужно действовать более тонко. Например, если бывшая предлагает тебе остаться попить кофе или уводит разговор в другую сторону, можно сказать: слушай, я с радостью бы задержался, или я с удовольствием бы пообщался на эту тему, но, к сожалению, сейчас нет такой возможности. Я очень тороплюсь, уже опаздываю на встречу. Что за встреча, конечно же, загадка. Мы делаем это по-доброму, с улыбкой. Это называется доброе равнодушие. Оно же дистанцирование. То есть мы показали заинтересованность в общении, то есть не дали негатив, пренебрежение. Нам не пофигу. Но при этом обломали женщину, не дали то, что она хочет. Плюс намекнули на свидание с другой, что является провокацией на ревность. Понятно, что мы это не проговариваем. Бывшая сама все додумает. Хорошо, ты скажешь, здесь все более-менее понятно. А как нам преодолеть первую стадию, самую сложную, когда женщина тебя ненавидит, когда она манипулирует ребенком, не дает видеться, шантажирует? Здесь можно провести аналогию. Я думаю, у кого есть дети, прекрасно поймут, о чем я говорю. Вот вы идете с ребенком где-то по магазину. И если он видит игрушку, и ты ее не покупаешь, частенько он начинает плакать, истерить. То есть таким способом привлекать к себе внимание. Он пытается, чтобы сделали так, как он хочет. И часто родители ведутся, то есть они начинают там, вот это нет, давай вот эту возьмем. А что ты хочешь? А может быть вот эту игрушку? Не хочешь эту игрушку? Давай другую возьмем. Только лишь бы, чтобы он не капризничал. То есть что мы видим? Для ребенка это становится таким эффективным способом воздействия, способом получить то, что он хочет. А что если нам поступить иначе? Что если не обращать внимания на его истерику? А будет следующее. То есть первый раз он поплачет, второй раз он покапризничает, третий раз пообижается, а на четвертый перестанет. Почему? А потому что поймет, что это не работает, это не действует на тебя. Так и с бывшей. То есть женщина изначально проверяет любые способы воздействия на тебя. То есть какие есть рычаги для управления. И когда происходит стадия расставания, развода, когда есть дети, и этим самым рычагом становится, собственно, ребенок. Потому что это уязвимое для тебя место, как она думает априори. И наша задача здесь, вот как с аналогией с ребенком, отучить ее от этого. Показать, что на нас это не воздействует. Но не тем путем, что мы будем собачиться с ней и ругаться. Нет. Например, вы договорились, что ты проводишь с ребенком время раз в неделю, условно, в определенный день. И бывшая захочет сыграть на этом. Что она сделает? Когда подойдет время, за день или за два, она скажет: слушай, завтра не получится с ребенком увидеться. Встреча отменяется. Конечно, она, скорее всего, скажет причину. И эта причина будет надуманная. Потому что ее задача причинить тебе боль. Она ждет, что ты будешь злиться, что ты будешь эмоционировать, ругаться, оскорблять. То есть дашь ей то, что она хочет. Она это получит и успокоится. Но нам нужно ликвидировать у нее подобные мысли. Поэтому ты говоришь, отвечаешь ей. Говоришь: ладно, хорошо, всякое бывает. Все, ложим трубку. То есть на этой неделе ты с ребенком не видишься. Да, я понимаю, это больно, это неприятно. Хочется увидеть карапуза. Но важно здесь держаться, держать в голове мысль, что это конечно. Мы сейчас отучаем женщину деструктивно на нас воздействовать. Наступает следующая неделя. Здесь бывшая, скорее всего, раз она не получила желаемой реакции в первый раз, она будет повышать ставки. И она скажет тебе, что на этой неделе тоже не получится. Просто назло. Что мы делаем? Мы даем ту же реакцию. Мы не злимся, мы спокойно отвечаем. Тоже, не получится. Очень жаль, конечно. Но ладно, на следующей неделе, значит. И уже на третью неделю, в 90% случаев, уже все будет хорошо. Так как очередной запрет уже будет выглядеть объективно просто неадекватно, неубедительно. Да и в принципе не будет нести для женщины никакого смысла, потому что это не работает. Ведь ее цель не запретить тебе видеться с ребенком, а сделать тебе больно. Это разные цели. И что важнее, ей просто не позволит даже ее совесть. Потому что какой бы человек ни был, злость она искусственная. И человек не является таким по своей сути. Никто не хочет ощущать себя плохим.
тем человеком, который впустую наносит вред другому, который не дает для этого повода. И мы как раз этот повод не давали. Да, эту ненависть нужно куда-то слить, выбросить на кого-то. Но всему есть предел. Поэтому доброе равнодушие, оно же дистанцирование, это эффективная стратегия, которая позволит влюбить женщину, когда у вас есть совместные обязательства, совместные дети. Да, этот процесс дольше, чем если мы игнорируем просто женщину, когда вас ничего не связывает. Когда у нее просто погасли чувства, и она ушла. Но во многих ситуациях дистанцирование – это единственный выход, который позволяет добиться стопроцентного результата. И чтобы подготовиться к этому, в обязательном порядке необходимо понижать значимость бывшей девушки. Потому что пока ты зависим, риск ошибки, риск быть вовлеченным в любую из этих стадий, он, к сожалению, велик. Вот. А для этого у меня существует курс «Как не думать о бывшей и начать жить». А сейчас жду ваши истории в комментарии и скоро увидимся.